по сути, вот она чашка, вот она крышка, и точно так же, кстати, выглядит и сосуд для еды. Какой-нибудь вот такой вот фарфоровый чайник, который достался еще от бабушки, или, может быть, кому-то даже уже от прабабушки. Значит, традиционные наши чашечки с блюдечком. Считаю, такой один из, можно сказать, венцов творения китайской промышленности. Походная бутылка. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Шевелев, и сегодня мы продолжаем серию «Азбука чая», которая воплощает накопленный мной большой опыт в чае. Я рассказываю самые азы чая, базовую информацию, которая будет полезна всем, кто интересуется хорошим чаем. Поэтому, если вы любите чай и хотите узнать о нем больше, то берите чашечку с чаем, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Сегодняшняя серия посвящена видам заваривания чая. Как видите, передо мной огромный выбор посуды, самые разные. Даже на самом деле, если бы я постарался поставить в кадр все виды сосудов, которыми пользуются люди на всей планете, я думаю, они бы не поместились, и рассказывать об этом может будет очень долго. Но сегодня я постараюсь затронуть все основные способы заваривания чая и рассказать плюсы и минусы тех или иных способов. Кстати, вот представьте себе, я прихожу, например, на кухню каким-нибудь туарегом там, или сенегальцам, или каким-то еще там малым народностям, и вижу, как они, значит, заваривают чай там в абсолютно ужасных условиях, какой-нибудь такой там чайник, это, кстати, у меня из горных районов Юго-Восточной Азии, Юга Китая. Да, вот такой вот чайничек, значит, там накидана непонятная солома, может быть, какие-нибудь травы, все это вываривается на огне. Вот, иногда, ну, китайцев чай еще может быть вкусный, но где-нибудь действительно в Африке это может быть абсолютно какое-то непонятное пойло. Буквально вот недавно был там. Я им буду говорить: слушайте, ребят, ну вы пьете какой-то ужасный чай, что это такое, то есть как это вообще, то есть это невозможно пить, это какой-то ужас. Они меня посмотрят такие: слушай, дружище, мы тут уже 400 лет пьем так чай и знаем, как нам его пить. И, в общем-то, они будут правы, то есть у них просто сложившаяся такая есть традиция. И вообще во всем мире огромное количество разных способов употребления чая, которые в разных народах выражены очень по-разному. Скорее всего, самый знакомый способ заваривания чая именно для вас — это какой-нибудь вот такой вот фарфоровый чайник, который достался еще от бабушки, или, может быть, кому-то даже уже от прабабушки. Значит, традиционные наши чашечки с блюдечком, европейский способ заваривания. Значит, ополоснул чайник кипятком, положу туда, значит, чай по вкусу, кто сколько кладет, там 5, 10, 20 грамм, кому как нравится, кто любит покрепче. Вот, настаиваем, накрываем, значит, таким, можно сказать, варежкой какой-нибудь, да, или полотенцем, кто как накрывает, дадим ему завариться, постоять как следует, и потом разливаем по чашкам. Кто-то еще любит добавлять сахар, кто-то пил без сахара, в общем-то, чай всегда. Вот. Я не буду говорить сегодня о том, какой именно способ правильный или неправильный, но постараюсь сказать о всех, и вы, в общем-то, сами можете сделать вывод. Как я уже говорил, в самых разных народах мира используются разные типы заваривания. Сейчас уже можно смело говорить, что появляются и совсем современные виды заваривания. Я вот уже рассказывал про там обычные такие вот железные чайники. Потом где-нибудь в Азии очень часто используются вот такие чайники, хотя они чаще всего используются для воды, называются шуйху. И вообще в Японии, на Тайване чаще всего в таком чайнике кипятят воду, а потом уже этой водой заваривают чай в традиционной посуде. Но некоторые используют на самом деле сами такие большие чайники непосредственно для заваривания чая. Также очень распространен в Азии такой способ заваривания, как чашка с крышкой или гайвань. Вот, то есть мы здесь видим гайвань японскую. По сути, вот она чашка, вот она крышка, и точно так же, кстати, выглядит и сосуд для еды. То есть, в общем, тоже вот она вань, то есть пиала для еды, вот она крышечка. То есть можно и заварить чай, можно и покушать. Более уже современная форма — это гайвань китайская. Здесь у нас есть такое блюдечко, вот, у меня тут даже немножко прилипло. Вот. Блюдечко, и вот так мы его держим, да, и либо держим вот так даже, и сливаем, значит, чай оттуда.
Это очень быстрый и удобный способ заваривания, потому что вы таким образом можете легко помыть посуду, легко сполоснуть ее, то есть достать оттуда чай и заварить снова. Очень часто используют на юге Китая. Вот. Но сейчас на самом деле распространилось уже и далеко за пределами Китая, и в других провинциях, то есть где только можно встретить. Но, конечно же, самый известный во всем мире сосуд для заваривания чая — это чайник. У меня вот на столе здесь классический есинский китайский чайник, но нам, как я уже говорил, известны более европейские. Потом есть вот такие чайнички стеклянные, или из других тоже есть материалов, где такое сито, вы закидываете туда чай, значит, настаиваете, и у вас получается что-то интересное или, может быть, не очень, в зависимости от того, какой именно чай вы туда положили. Вот. Но обычно, вот, конкретно я рекомендую больше такие чайники для трав, потому что настаивание все-таки не самый лучший способ, но к этому мы сейчас перейдем чуть позже. Кстати, интересный момент, я уже как-то рассказывал про чефирь, некоторые думают, что, значит, вот только у нас там в тюрьмах любят вываривать очень крепкий чай. На самом деле абсолютно нет, опять-таки те же самые кочевые племена там Аравийского полуострова и некоторые азиатские тоже малой народности, они тоже заваривают в таких вот чайничках или в котлах, там варят чай с жиром, как вы знаете, есть там наш калмыцкий чай, есть тибетский чай, всякие разные виды соленого чая среднеазиатского, когда чай уже выступает таким, можно сказать, питательным напитком. Вообще в древности на самом деле чай таким и был. Вот, это уже позже он оброс, скажем так, церемониальным подходом, более внимательным способом приготовления, и достигло все это своего апогея уже в Азии в виде традиционного японского и китайского заваривания. Кстати, некоторые, казалось бы, такие древние примитивные способы заваривания чая, как то размалывание чая в пыль, до сих пор имеет место в Японии, потому что, как вы знаете, есть чай такой матча или маття, порошковый чай, который заваривают в таких вот сосудах. То есть сюда насыпается чай, взбивается специальным бамбуковым венчиком порошковый чай, да, таком сначала с маленьким количеством воды, а потом добавляется больше уже кипятка и выпивается он прямо из этого сосуда. Вот. Это традиционный, очень древний способ, который вообще появился еще в Китае, уже больше 1000 лет назад. Был еще описан у знаменитого китайского поэта и самого главного популяризатора чая Лу Юя в чайном каноне. А сейчас же такой способ на самом деле существует как в примитивном, так и в церемониальном виде. Например, где-нибудь на севере Индии некоторые тоже до сих пор толкут самый низкосортный чай, абсолютно никуда не годный, ну а в Японии его уже употребляют более церемониально. Многие, кто начинает знакомиться с китайской традицией, увидят всю вот эту посуду китайскую и так далее, начинают думать, как же так, я, получается, всю жизнь заваривал чай неправильно, и, значит, меня, что ж теперь, всю жизнь теперь менять все свои привычки. Но на самом деле не стоит этого пугаться, все мы всегда меняем свои привычки так или иначе, совершенствуемся, узнаем новые, это очень даже хорошо. Надо сказать, что вот все вот эти народы, о которых я говорил, и вообще вот способы такие более примитивные заваривания чая, как то настаивание чая там, или вываривание его там с какими-то травами, хотя это не всегда примитивный способ, может быть это и хорошо, если у вас хороший чай. Вот. Но важно очень сказать, что из-за того, что не было качественного чая в основном, и до сих пор, в общем-то, его нету у людей более бедных. В Индии очень мало хорошего чая. Чай, который производится также в Турции, в Иране, там, где-то в других странах, он все-таки всегда считался более низкогрейдовым, он шел на такой более массовый рынок, и это, в общем-то, ситуация не меняется, она всегда такой была. Вот. А чай азиатский, то есть это Япония, Тайвань, Китай, он всегда считался более высокой категорией. Поэтому и способы заваривания для такого чая, они более утонченные, потому что из этого чая нужно достать больше полезных и вкусных ароматических соединений, из него больше можно достать интересного послевкусия, аромата, вкуса, всего того, чего нет вот в этом вот массовом чае из других стран. Именно отсюда и возникли как раз вот эти вот более примитивные способы заваривания со всякими добавками и потом уже позже ароматизаторы в современном чае, потому что чтобы из сена, которое по сути не имеет никакого вкуса, достать хоть что-то, ему придумали всяческие разные там виды добавок, присадок и так далее. Вот. Хороший же чай, он в этом не нуждается, именно поэтому его заваривают более внимательно. И поэтому сейчас я вам расскажу о способах заваривания, которые одновременно будут и простые, и понятные, и при этом раскроют максимально вкус чая. Прежде всего, сейчас у меня здесь на столе, значит, на столике, это специальный столик, называется он чибань или чайная доска. На самом деле не обязательно именно заваривать на столике, есть еще
тайваньский вид заваривания, или такой вот, когда застилается такая вот тряпочка, как у меня здесь, да, называется ганьпао, сухое заваривание. Вот. Но суть примерно та же. У вас один маленький сосуд, у вас некий промежуточный сосуд, называют его в Азии гундаобэй или чаша справедливости, также называют еще чахай иногда, и пиала. Все остальное это уже дополнительные такие элементы, которые там чайные инструменты, может какая-то там фигурка, но это уже не имеет прямого отношения к завариванию, поэтому сегодня я про это не буду говорить. Я завариваю чай сейчас по-китайски, эта церемония называется, даже не церемония, а правильно будет назвать пробование чая, пинча. Вот, потому что есть еще церемониальное заваривание гунфуча, где уделено очень много внимания таким вот элементам, каким-то и тонким деталям, которые касаются уже скорее больше презентации такой и эстетики чая, нежели практичности. Сегодня я буду говорить исключительно только о практике заваривания чая и говорить о вещах, которые важны именно для того, чтобы раскрыть вкус и аромат чая. Далее мы заливаем чай кипятком. Вот, обязательно важен кипяток, практически для всех сортов чая. Вот, я, конечно, сейчас не буду углубляться в правильность и в тонкости, скажем так, заваривания китайского, потому что об этом тоже можно отдельный большой рассказ составить, потому что есть очень много нюансов. Но так или иначе, вот основные нюансы в том, что первый пролив чаще всего сливается, это такая гигиеническая процедура, его не пьют, вот, хотя некоторые сорта можно и не сливать. Например, даже вот тот, который я сейчас заваривал, это выдержанный чай. Можете вдохнуть сюда аромат из сосуда чаши справедливости, он тоже очень приятен. Вот. И далее следующий пролив уже пьется. На самом деле, конечно же, далеко не все китайцы вообще даже заваривают так чай. Многие, кто чаем увлекается, часто думают, сейчас я поеду в Китай, везде там буду видеть чайных мастеров, которые в нем в чае разбираются. На самом деле это, конечно, далеко не так. Поэтому, конечно, для массовых китайцев, прежде всего, сами же китайцы придумали для себя, скажем так, способ упрощения вот такого вот заваривания. Вот, и называется он типот, или просто, по сути, чайник, еще называется гунфу чайник, как его только не называют. Это обычно такой стеклянный сосуд, такой, по сути, стакан с ручкой, и в нем внутри такое вот хитрое приспособление. Это такой пластиковый, ну, из хорошего пластика, это термопластик, он никак не влияет на вкус чая. Бывает, кстати, очень разного качества, конкретно вот этот вот наш, он очень хороший, здесь очень классный клапан. В общем, как это выглядит? Вы сюда внутрь засыпаете чай, тоже вставляете сюда, наливаете кипяток, нажимаете на кнопочку и сливается. Я сейчас продемонстрирую. Вот я сейчас налью туда просто воды, кипяточка. Вот представим себе, что там у нас есть чай, но тут будет очень хорошо без чая видно, как он работает. Нажимаю на кнопку, и кипяток попадает вниз. Вот, соответственно, вы можете не только регулировать количество нужного вам чая, то есть можно положить его очень мало, можно положить гораздо больше, но и время, то есть вы можете заварить покрепче или послабее. После этого просто достаете его, можно накрыть крышечкой, чтобы чайный лист не остыл, и разлить дальше по пиалочкам или даже попить прямо отсюда, кому как. То есть это получается такой 3 в 1, в общем-то, по сути, упрощенный способ китайского традиционного заваривания в виде такого типота. Конечно, на самом деле, если ты уже чай пьешь давно и увлекаешься серьезно им, то есть хочется как-то, скажем так, погрузиться в это дело, и потому что это, во-первых, еще и красиво, это еще эстетика, то, конечно, это такой способ на бегу для офиса, там как-то еще. И все, кто чаем увлекаются серьезно, они все-таки в основном предпочитают традиционный способ заваривания. Но для, скажем так, начала, или, по крайней мере, для какого-то такого метода более ускоренного, вполне себе удобен будет типот. Помимо типота есть также еще и другой способ быстрого заваривания чая. Это вот такая вот походная бутылка. Вот. Кстати, у нас она тоже есть. Это, я считаю, такой один из, можно сказать, венцов творения китайской промышленности. Состоит она из 3 частей. То есть вот нижний стакан, верхний маленький стаканчик и вот такая вот мембранная сеточка стальная. Вот. Собственно, все очень просто. Сюда вы насыпаете чай, потом, значит, закрываете, наливаете вот в этот отсек полный отсек кипятка, накрываете его, значит, переворачиваете. У вас сюда попадает кипяток через мембрану, через сетку, да, и чай заваривается. Вы потом сами уже регулируете поворотом,
собственно, интенсивность заваривания, у вас чай начинает смешиваться. Я на самом деле сейчас для наглядности все это покажу, потому что так будет более понятно. Вот. Такие бутылки чаще всего используют китайцы в дороге. То есть это на самом деле такой идеальный вариант и в машину с собой, и еще куда-то. Хотя для машины я сейчас еще попозже расскажу другой способ заваривания, более такой, скажем, близкий русскому уже ценителю чая. Да, вот я насыпал, значит, чай. Потом я, значит, закрыл сеточкой. Сюда я налил кипяток. Вот, до резьбы. Потом, значит, закрыл. Вот я плавно переворачиваю. Как видите, попадает кипяток в чай. Что хорошо, это стекло. Во-первых, оно еще, это двухслойное стекло. Бывают такие же бутылки из пластика, из однослойного стекла. Во-первых, чай там очень быстро остывает, во-вторых, они очень обжигаются, часто лопаются и так далее. Конкретно вот эта версия, она очень хорошая. То есть это уже такой, можно сказать, проверенный способ. Мы тоже раньше делали другого производителя, сейчас вот у этого. И да, вот чай заварился. Как мы видим, уже получился некий цвет настоя, и я могу, значит, его перевернуть. И все. Чай не перезаваривается, не перестаивает, потому что чайный лист не находится в кипятке. И это, кстати, очень важно в случае как и с правильным китайским завариванием. И чуть позже сейчас расскажу про японское заваривание. И даже с этой бутылкой и с типотом никогда чайный лист не лежит внутри чайника, не настаивается долго в воде. Это важно, таким образом из него не выделяются лишние вещества, а чай не горчит, не перезаваривается, всегда имеет нежный тонкий вкус. Какой бы способ вы ни использовали, очень важно чай не настаивать слишком долго. И все, потом мы открываем и пьем прямо из бутылки. Отличный вкусный чай. Вот. Потом можно, собственно, эту процедуру повторить в зависимости от качества чая и от того, сколько раз он может завариваться, чай может заварится многократно. Еще есть, конечно, там более простые способы, всякие вот стаканчики, вот такие вот там разные приспособления, чтобы там чаинки не попадали. Просто чашка с крышкой, естественно, всякие разные чаи в пакетиках, но об этом мы отдельно поговорим. Я, в общем-то, не считаю их даже чаями. Вот. Есть способы варки чая, как, например, вот у нас есть распространенный еще в России такой способ, который называется варка чая по луюю. На самом деле, конечно, при луюю не было вот этих стеклянных чайников. Вот, но, тем не менее, такой адаптированный, более современный способ, который возник в русских чайных клубах и успешно распространяется, способ варки на открытом огне. Когда вы довольно большой объем чая, где-то около 2 литров, конкретно этот чайник 1,8 литра, очень удобный из огнеупорного стекла, и на открытом огне вы варите чай. При варке чай раскрывается еще более сильным вкусом. В нем могут возникнуть некоторые ноты, которые вы при такой быстрой инфьюзии, при проливе, да, вот этом вот не получите. Но при этом очень большое отличие варки от того же настаивания в классическом чайнике, то что чай не перестаивает. То есть он варится, и вы быстро потом приливаете его в другие сосуды, и чай получает более богатый вкус. Конечно же, можно очень долго рассказывать про разные тонкости заваривания. Это я только так затронул самую базу. Вот. И есть также очень много других вариантов заваривания, так же как вот у меня сейчас здесь осетинский чайник, есть чайники из других материалов, фарфоровые чайники, есть чайники из других видов глины, разного размера, тоже гайвани, о которых я рассказывал, тоже есть очень разные варианты, там сибридаси, японские гайвани и так далее. То есть очень-очень много здесь нюансов, так же как и огромное количество пиал самых разных форм. Например, здесь у меня там нефритовые пиалы, это у меня фарфоровые, бывают глиняные, самые разные формы, размеры и так далее. Это уже все такие мелкие нюансы. Но на самом деле это уже отдельный момент. Но я бы хотел сказать еще один важный нюанс насчет заваривания, как я уже обещал, в машине. Какой же лучше всего такой способ самый рабочий? Берете просто обычный любой туристический термос, что-нибудь типа такого, то есть термос просто закручивающейся такой крышкой. Можно стальной, потому что стеклянный может разбиться, плюс у него часто вот пробки, как, например, здесь у меня классический такой вот термос, всем известным, китайский. Вот, он очень хорош для заваривания в таких стационарных условиях. Там пробочка, очень долго держит тепло, там стеклянная колба, но в дороге его использовать неудобно. Его часто еще в Китае тоже используют, бывает даже в нем прям чай заваривают.
такими большими термосами, особенно в высокогорье любят ходить. Вот. А этот же термос очень хорош для дороги, вы можете закинуть пуэр, самый такой неприхотливый для заваривания чая, прямо туда внутрь. Вот, там грамм 20, 30, 10, кому как нравится по вкусу. И смотря какой пуэр, если там больше листа, то, собственно, может побольше по весу положить, больше почек, может поменьше. И просто заливаете кипяточком и в дорогу. Значит, можно потом, причем в дороге где-нибудь еще этот чай подлить. Вот, это такой способ самый унитарный. Немножко более идеальный способ, это если вы, например, заварили вот так, и вот из среднего сосуда вы не в пиалу все выливаете, а сразу наливаете в термос. То есть вы наливаете чай с собой, уже пролитый, без самого чайного листа, с собой в термос. Таким образом, чай у вас не перезаварится, вот, может так заваривать уже не только пуэр, но и какие-то другие сорта, и у вас с собой будет хороший такой вкусный напиток. Но если говорить про варку чая, как я уже упоминал в самом начале, это самый древний способ приготовления чая. И в основном все-таки он связан, скажем так, не очень качественным способом. То есть это берется самый низкосортный чай и так далее. То есть сейчас это можно встретить в горных народах, как правило, кочевых народов, народов Средней Азии. Там за качеством чая особо не следят, больше важны именно конкретно свойства чая, чтобы там был хороший бодрящий эффект от него и чтобы он помогал, собственно, справляться с трудным бытом кочевой жизни. Вот. Варка же, которую я сейчас описывал вот в стеклянном чайнике, это уже такой более элегантный способ, который как раз призван получить из чая именно вкусоароматические соединения более высокого порядка. Помимо упрощения способа заваривания, как я сейчас показывал, вот, типа вот бутылка, там настаивание, там, может быть заваривание там, в стеклянных чайниках. Есть еще и более усложненные виды заваривания и далеко не самый сложный способ, который я сейчас здесь сам завариваю чай, китайский способ пинчая или пробования чая. Есть также еще и японская чайная церемония, которая на самом деле еще более такая вот ритуализированная, именно за счет того, что японцам в целом свойственно больше уделять внимание деталям. Я уже рассказывал про порошковый японский чай, который заваривают в таких вот теванах, да, и также есть еще японская такая посуда для чайной церемонии, она немного отличается от китайской, чаще всего это такие чайнички с ручкой, такой вот боковой вместо привычной нам ручки, уже знакомые европейцам. Потом, значит, пиалы, чаще всего такой вот формы, в принципе, тоже они похожи на китайские, вот, но часто при японском заваривании чая уделяется еще больше внимания какому-то такому ритуальному аспекту, вниманию, сосредоточенности на действиях, движениях. Вот эти все моменты, они уже больше относятся не столько к вкусу полученного напитка, сколько к именно некой эстетике и наслаждению красотой заваривания. На самом деле, я считаю, что это тоже неотъемлемая часть практического смысла чайного вообще чаепития, потому что все-таки чай — это социальный напиток, и если вы научитесь заваривать это красиво, правильно, получать больше вкуса, интереснее раскрывать аромат чая, то, конечно же, это даст гораздо больше наслаждения в целом. Вот, хотя, казалось бы, какие-то чисто внешние такие элементы, они не сразу понятны, не сразу могут как-то быть ясно, что это не просто для красоты, а в этом есть некий практический смысл. Кстати, конечно, для того, чтобы погрузиться в это, стоит потихонечку начать с мелочей, начать с каких-то самых простых переходных таких вот способов, как я сейчас показывал. Не обязательно прям сразу углубляться в церемонию. И рано или поздно вы сами уже захотите как-то разобраться в этом более детально, начнете чувствовать нюансы вкуса, чувствовать, в какой посуде какой чай заварить, в чем разница между, например, чайником там и гайванью, почему какие-то чаи нужно немножечко охлаждать в воду, те же зеленые, светлые чаи, какие-то чаи ферментированные лучше заварить в чайнике, светлые чаи лучше в гайване. Много-много вот таких вот разных нюансов. Поначалу кажется таким целым большим непостижимым миром, но потом очень гармонично входит в вашу жизнь и наполняет ее прекрасными, радостными эмоциями. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.